Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, и надеюсь, этот ролик будет полезен для вас. Постараюсь вам рассказать о мобильном интернете в Европе. Все задаются вопросом, когда только начинают уже устраиваться, то есть какой оператор выбрать, какая связь, где ловит, где не ловит, какие нюансы, как пополнять. Вообще много очень нюансов, вопросов вообще так с мобильной связью, поэтому нужно подходить к этому серьезно и выбрать ту, которой будешь пользоваться. Все зависит, конечно, от географии, где вы работаете. То есть, если вы работаете где-то там в районе Испании, Франции, да, вам, конечно, будет удобно купить Vodafone, например, испанский, или ту же елку испанскую. Ее как бы легко пополнять, в принципе, удобно, да. Если вы там бываете, вы там ездите, вы можете ее купить. Например, если вы работаете в Швеции, Норвегии, в Германии, вот катаетесь такими там кругами, маршрутами, что попадаете в Швецию, то вам, конечно же, будет очень удобен шведский Теленор. Как раз таки о нем сегодня и вам расскажу, потому что вот у меня личный шведский Теленор, у меня до этого была елка, но мне немножко она, как сказать вам, не хватало мне ее. Наверное, будем так более правильно говорить, не хватало ее, потому что я покупал за 25 евро 50 гигабайт. Для нормального пользователя телефоном это, в принципе, нормально. В месяц 50 гигов, это прям выше крыши, да. Но когда ты монтируешь ролики, постоянно нужно выкладывать что-то для Инстаграма, для ТикТока, что-то снять, провести время там в телефоне. Также, сейчас весь мир, как бы, все в телефоне, все в интернете, все в телефоне. Поэтому нужно было больше трафика. Есть французская фришка, но там, по-моему, если не ошибаюсь, то 20-25 гигов, поправьте меня в комментариях, дают в Европу. Она, кстати, работает и в Украине, и в Беларуси. В Беларуси точно, насчет Украины не могу сказать, но в Беларуси точно. У меня есть товарищ, который вообще отказался от белорусской связи, он только фришкой пользуется даже в Беларуси, когда в отпуске находится. А в самой Франции, конечно же, там удобно 100 гигабайт. То есть, если ты катаешься именно по Франции, ты в основном прям 90%, 80% у тебя Франция, то это тоже круто. Ты можешь заезжать во Францию, смотреть фильмы, месяц 100 гигов. Реально, это, друзья, много. Это прям много. Мне почти хватает 100 гигов. Но с фришкой проблемы есть. Вы знаете, что чтобы перестать ей пользоваться, вам нужно писать какое-то письмо, отправлять чуть ли не в сам центр Парижа. Возле Эйфелевой башни у них есть какой-то свой салон, и там вам только рассмотрят, чтобы вам ее отключить, потому что ваша сим-карта привязывается к банковской карте. Много раз слышал, что просто у кого-то снимали деньги, вот просто рандомно, интернетом не пользуешься, или что-то у тебя закончился трафик, а у тебя бац, еще и сняли деньги какие-то. То есть реально фришку как бы уже я не советую. Когда альтернатив не было, то, конечно, приходилось брать уже что есть. Сейчас есть другие варианты. До этого я, конечно, пользовался Вокси, до елки Вокси, когда было еще реально возможно пользование безлимитного интернета. Я прожигал в месяц 200-250 гигабайт, представляете? Я прям вообще, я смотрел в хорошем качестве YouTube, просто получал максимальное удовольствие. Работал, ехал, смотрел видосики туда-сюда, в общем, ужас. Но вы же сами знаете, да, что как легко привыкаешь к хорошему. То есть привык уже, что у тебя безлимит полнейший, ты не можешь контролировать, там, что нужно. Так, сегодня чуть-чуть попользовался немножко. Надо еще оставить, там, у тебя еще впереди каденция, у тебя еще 4 недели работать. Нужно же немножко знать грани, да. А когда у тебя был безлимит, то очень тяжело потом себя снова в эти рамки впихивать. Вот. Потом появляется елка, пользуюсь елкой. Трафика не хватает, 50 гигов вылетают за 3 недели, и у нас остается еще 1 неделя работы, как у меня, да, 4 недели каденция. Докупаем сверху, еще доплачем, еще 10-20 евро, докупаем сверху трафик, по-моему, 10 гигабайт, 8 евро в елке, если я не ошибаюсь. Начинаем поиски новой сети. Что же выбрать? Теленор шведский. Реально выгодная тема, друзья, просто супер. Так вот, про шведский Теленор расскажу поподробнее, почему я им начал пользоваться. У шведского Теленора есть прям крутые пакеты мобильного интернета. То есть у них есть пакеты как 2 гигабайта, 5 гигабайт, 10 гигабайт, 20 гигабайт, 40, 100. И самый прям жирный пакет это 150 гигабайт. 150 за 449 крон. Представляете, 35 евро, и у тебя есть 100 гигабайт. То есть, если ты даже купил себе этот пакет, и ты его не израсходовал за 1 месяц, у тебя каденция 2 месяца, ты просто себе сверху докупаешь минимальный пакет пополнения, это 2 гигабайта, стоимостью, конечно, 10 евро, да, не очень удобно.
и мы получаем продление того, что у тебя осталось. То есть ты, например, использовал 40 гигабайт, докупаешь себе еще 2 гигабайта, и у тебя 62 гигабайта переносится на следующий месяц использования. То есть ты 2 месяца катаешься, у тебя вообще беззаботно. Сколько у нас выходит? Выходит 45 евро за 2 месяца за 100 гигабайт. Я себе взял немножко побольше, потому что уходит много на монтаж, на YouTube. Думаю, поймете. За 43 евро. Ну, округлим до 45, потому что там с курсом туда-сюда. Вот. 45 евро, и у тебя 150 гигабайт. Ты представляешь? Это реально дофига. Это прям реально дофига. Я активно пользуюсь. Это моя уже 5-я неделя. И у меня еще осталось 40 гигабайт. Как бы все бы, конечно, хорошо не звучало о этом тарифе, где реально много интернета, то у него уже должна быть и обратная сторона медали, правильно? То есть не может же быть все прям идеально. Идеального все равно не может быть. Если у тебя много разных плюшек в виде там пакета интернета, минут. Да, кстати, там дают 1500 минут звонки на Европу. Это тоже реально дофига. Сим-карту вы можете приобрести на территории Швеции, на заправке. Да. Но это существенный минус, если вы там не работаете, не ездите. И у вас там друзей, конечно, никаких нет, чтобы заехали, к вам купили. Первый минус. Второй минус. Эта сим-карта некорректно работает в Швейцарии и в Англии. В Швейцарии всего лишь дают 250 мегабайт на сутки. 250 мегабайт на сутки. Ну, этого достаточно, чтобы отправить в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме сообщение родственникам, что у тебя все окей. Если немножко нужно будет подождать. Или транзитом проходишь просто в Швейцарию. В Англии такая же тема. Сим-карта не работает в Люксембурге и в Словакии. То есть, ну вот, это минусы этой сим-карты. Дальше по Европе работает на все хорошо, все, в принципе, отлично. Насчет Франции, друзья, я столкнулся с такой неприятностью, что почему-то в этой каденции плохо работает. Точнее как, ловит все отлично. Прием идеальный, то есть там подключается, если не ошибаюсь, к Orange. Работает все хорошо, но бывает, когда звонишь, то есть разговариваешь, и у тебя отключается как бы интернет, то есть соединение теряется буквально на 2-3 секунды и обратно возвращается, так вот по кругу, то есть какое-то немножко нестабильное соединение. Вот. Ну, а так, в принципе, если так просто, не знаю, скроллить там Инстаграм тот же самый, то все, в принципе, все хорошо работает. В Германии тоже отлично все хорошо работает, в Чехии хорошо работает. Ну, это где лично я проверял. Где еще? В Голландии, в Бельгии. Все тоже, все отлично, все хорошо работает. Скорее всего, что я закажу себе еще несколько сим-карт. Не знаю, наверное, закажу их поочередно. То есть вот у меня 4 месяца будет в феврале. Я в феврале отъезжу и к концу февраля уже закажу. И мне пришлют новую сим-карту, потому что, скорее всего, ее заблокируют из-за того, что она уже только долго времени не было. Из минусов, наверное, это все. То есть подведем итог, что не работает в 2 странах, совсем не работает, и в 2 странах у вас есть ограничения по трафику, в которые, как бы, не знаю, например, я туда не езжу. Я не бываю в Англии, и в Люксембурге я тоже не бываю. Там, но редко, когда, прям редко. И сколько там того Люксембурга? Объехал его там, или через него транзитом, там, час побыл без интернета, да? 3 песни, и ты уже выезжаешь. Вот. Друзья, а что же делать, если вы захотели себе такую же связь, как у меня? Вот этот Теленор крутейший, просто бомбический. Как я, он, для себя он вообще number one. Что делать? Где его взять? А взять его можно у моего товарища Романа. Внизу будет ссылочка на его профиль в Фейсбуке, то есть ему можно написать без проблем. Оставлю также номер для Вайбера. Пишите ему в Вайбере, он сможет вам помочь. Вышлет эту сим-карту. Если у вас уже есть сим-карта, но вам нужна пополняшка будет, вы ему пишете: «Привет, Роман, мне нужен ваучер на пополнение». Щелк, и он уже вам его высылает. Оплата производится переводом на его личную карту, так что вообще сложностей никаких нет. Ребята, Роман сим-карты высылает в любую страну при наличии постоянного адреса, места жительства и почты. Это самый главный фактор. То есть в Украину, Беларусь, Россию, Польшу, Литву и так далее пересылка всего стоит 6 евро. Через 10 рабочих дней у вас уже будет дома сим-карта. То есть сим-карта, плюсуем туда 6 евро, и уже у вас есть крутая связь. Это активировано еще в Швеции, потому что Роман перед отправкой проверяет сим-карты. Бывают иногда случаи, что сим-карта не ловит сеть. Это проблема именно с самой сим-карты. Роман ее проверит, однозначно в Швеции вставит ее, проверит.
сработала сеть, все обратно собрал, сложил в конверт, запаковал, отправил почтой. Через 10 рабочих дней она уже будет у вас. Для моих подписчиков стоимость сим-карты будет составлять всего 10 евро. 10 евро плюс 6 евро за пересылку. За 16 евро она уже у вас дома. Представляете, у вас такая офигенная тема. Потом, как только вы активировали, вы ему уже там до этого, или после того, как вы активировали, звоните и говоришь: Роман, мне нужна пополняшка, пришли мне. Он спросит, на какой тариф, там, какой хочешь себе. Хочешь 100 гигов, хочешь 150, хочешь 2 гигабайта для продления. То есть кому как удобно. Я оставлю внизу в описании, какие есть тарифы, сколько будет стоить, если заказать все через Романа. Вот, в принципе, так вам, друзья, я рассказал, то есть, да, какой я связью пользуюсь, как мне оно нравится. В принципе, Теленор шведский, реально тема вообще супер. Если бы я бы еще заезжал бы иногда в Швецию для того, чтобы просто сим-карта ловила связь шведскую, чтобы ее не обнулили через 4 месяца. Хотя, в принципе, это небольшая проблема, что там, ну, сим-карту заказал, там, ну, потеряешь ты 10 евро. Да, потом у тебя снова крутой тариф, снова пакет ты закидываешь себе, 150 гиг. Я только буду, наверное, сейчас сидеть на 150 гигах, потому что все-таки это кайф. Можно и видосики посмотреть, там, послушать какие-то там аудиокниги, прикольчики. Ну, сами понимаете, это все-таки заморачиваться, думать, блин, мне тут мало трафика, я тут вот купил какой-нибудь польский там интернет, в котором всего тут 12 гигабайт на месяц. В принципе, я не буду по видео разговаривать с своей семьей, я тут только, не знаю, смс-ки на Viber там или позвонить один раз там по видео в неделю. Друзья, ну реально это не выход из положения. Проще отдать чуть больше денег, и у вас будет прям развязаны руки, вы можете делать очень много чего. Интернет, все для вас, друзья. Так что, друзья, подведем итоги. В принципе, операторов сейчас на рынке, так сказать, много. То есть, ну, правда, основные, да, это Фришка, тот же Водафон испанский, та же Ёлка, тот же Теленор. В принципе, они все похожи, но насчет трафика, вот, максимально для себя вот такой объем, который вот я хорошо использую, это Теленор. Но я бы вам рекомендовал бы, если вы еще только находитесь дома, вы на стадии отправления в рейс, закажите реально ее сейчас, она к вам придет через 10 дней, либо вы сейчас работаете и уже сводитесь, после того, как вы ее закажете, и у вас уже будет сим-карта. Это реально крутая тема.